Привет, ребят! Я Штукенция, и у меня через несколько дней будет собеседование у консула, это называется консульская проверка по репатриации в Израиль. И я на сегодняшний момент, уже, получается, несколько лет, как я думала об этом событии, готовилась как-то, в общем, морально, и документы собирала, и все такое прочее. И в этом видео я расскажу весь свой опыт, что я поняла за все эти годы, пока я готовилась к этой консульской проверке. Я еще не знаю, пройду я ее или нет, и я уже, почитав разные отзывы, поняла, что очень многие люди не проходят эту консульскую проверку с первого раза, и это в целом нормально. То есть бывает каких-то документов не хватает, бывает что-то такое, но если вы человек настойчивый и готовы, в общем, дальше собирать документы, то, скорее всего, у вас все будет в порядке, если у вас по-настоящему есть право на репатриацию. Я же убеждена в том, что у меня такое право есть, поэтому я, собственно, всем этим и занялась. И теперь, как вообще... Вот вы, скорее всего, человек, который тоже такой сидит и думает: о, может, у меня тоже есть какие-то еврейские корни, я там в каком-то документе что-то вычитал, или кто-то из моих родственников рассказывал какую-то историю. Обычно все происходит именно так. То есть, конечно, бывает так, что у вас прям сразу какая-то железобетонная история, у вас там все документы готовы, и ваши все родственники живут в Израиле, и вы такой: пойду-ка я тоже самое. Но чаще всего то, что, опять же, я читала в интернете, и истории, с которыми я сталкивалась, и это моя, собственно, тоже история. Я вообще не знала, что у меня есть еврейские корни до определенного возраста, когда совершенно случайно не наткнулась на некоторые документы, потом начала что-то спрашивать, потом начала все это дело изучать. И, в общем, постепенно вот так вот такая история сложилась. И в самом начале, как только я решила, что я буду пробовать и хочу репатриироваться в Израиль, попробовать получить документы, гражданство, переехать и так далее, жить в Израиле, это довольно необычное такое решение, когда ты до этого даже не знаешь, что у тебя есть такая возможность. Но, в общем, смысл в том, что как только я это все поняла, я поняла, что я вообще не знаю, с чего начать. И я думаю, что у многих людей такая же проблема. Сейчас я постараюсь вам рассказать, с чего начинать, вообще куда тыкаться. Первое, что нужно сделать, когда вы поняли, что у вас есть потенциально такая возможность, это собрать все, что у вас уже есть на данный момент. Это бывает не так-то просто. Опять же, по своему опыту скажу, что я видела только какие-то сканы документов, где эти сами документы я знать не знала. Мне нужно было спрашивать. Это всегда бывает сложно. Ну, то есть, опять же, если у вас очень прекрасные отношения со всеми вашими родственниками, все вас просто обожают и готовы вам отдать все свои документы, то это легко. Но чаще всего вы будете сталкиваться с противоборством, потому что в каждых семьях все время есть разные сложности в отношениях, и у нас тоже. Плюс разные люди по-разному относятся к вашему желанию вообще репатриироваться. Кто-то будет вас, может быть, поддерживать, кто-то будет категорически против, такое тоже возможно. И эти документы могут быть и там, и здесь. И, в общем, могут совершенно быть разные нюансы. Поэтому такая, знаете, первая рекомендация, если вы все-таки задумались о репатриации, это попробуйте как бы соскрести в одну кучку все, что у вас реально уже есть на руках. При этом на самом деле немножко вводит в ступор вот эта вот идея о том, что реально нужны все документы. Потому что когда я только начинала готовиться, ну там пару лет назад, я прочитала на форуме, все пишут: собирайте все как можно больше, все документы. И ты такой типа: все это что? Ты вообще не понимаешь, какие бывают документы, что значит все документы, что значит как можно больше, вообще непонятно. Поэтому я бы вам так порекомендовала. Вот уже на сегодняшний момент у меня собран пакет документов, ну, с которым я иду на проверку. И я поняла, что самое главное во всех этих документах — это, по сути, 3 основных документа на каждого члена семьи. Это свидетельство о рождении, свидетельство о браке и, если человек умер, свидетельство о смерти. Это 3 основных документа, которые есть у каждого человека в течение его жизни. Все остальные документы, они, грубо говоря, дополнительные. Это не значит, что они менее важные, просто начните с этого. Я очень долго стопорилась, потому что я реально не знала, за что схватиться. И как только я поняла, кстати, это совсем не так уж давно, может быть, даже только вот пару месяцев назад реально поняла, что основные документы — это вот 3 документа. По этим 3 документам вы будете восстанавливать, скорее всего, все остальные документы. То есть, допустим, если у вас не хватает какого-то вот из этих 3 документов на какого-то члена семьи, который идет вот
еврейские корни вот передаются через эту линию. Соответственно, вы, имея другие 3 документа на другого члена семьи, или там на себя, допустим, на вашего ближайшего родственника, вы потенциально можете восстановить вот эти 3 документа на недостающего члена семьи в этой цепочке. Как это происходит? Вот, допустим, смотрите, у вас есть ваше свидетельство о рождении, ваше свидетельство о браке, ну, вы еще живы, поэтому, слава богу, все остальное, вот 2 документа. Допустим, у вас есть свидетельство о рождении там, вашего мамы или папы, по чьей линии идет, да, еврейские корни, есть их свидетельство о браке, и, соответственно, через это свидетельство о браке понятно, кто, ну, как бы, что они ваши родители, да, в свидетельстве вашем о рождении понятно, что эти родители являются вашими, эти люди являются вашими родителями, а в их свидетельстве о рождении указаны их родители. Соответственно, имея даже вот эти документы, вы можете прийти в МФЦ, вот я так приходила в МФЦ, приносила вот эту цепочку, типа мое свидетельство о рождении, свидетельство о рождении там, моего ближайшего родственника, их свидетельство о браке с их мужем, женой, дальше следующего свидетельства о рождении, и вот ты, имея вот это, говоришь, а вот посмотрите, он мой родственник, поэтому раз у меня на него нет, например, чего-нибудь, типа о браке или что-нибудь там про смерть и так далее, вы можете вот эти документы, имея, прийти в МФЦ и сказать, смотрите, смотрите, вот по этой цепочке видно, что этот человек мой родственник, и теперь, если он умер, допустим, я могу на него восстановить всю цепочку документов. И рождение, и брак, и смерть, и там еще много чего вы можете восстановить, просто вот показывая вот это родство. Вот, основную часть документов, первоначальную, я получила среди, ну, как бы от родственников, то есть я нашла именно физически, что у нас есть. Причем самая смешная история, что, ну, как бы что-то было отсканировано, я по этим сканам поняла, что у нас есть эти документы, потом их нашли в физическом эквиваленте, нашли уже вот эти самые бумажки там советского образца какие-то. Потом уже вроде бы все, я уже такая, все, это все, что у меня есть. А потом я стала перебирать старые фотографии, тоже такой лайфхак. Такая, знаете, пачки старых фотографий, ну там бабушки, дедушки, там, ваших родственников. И они просто лежали, и они типа уже отсканированы, как будто там уже ничего нет. То есть это просто фотографии, которые уже переведены в электронный вид, и просто они лежат вот такими пачечками в альбомах. И я решила их пересмотреть. И пока я пересматривала эти фотографии буквально несколько дней назад, вот смотрите, у меня проверка через пару дней, а я несколько дней назад такая думаю, пересмотрю-ка я старые фотки. Пересматриваю старые фотки и нашла еще 2 оригинальных документа советского образца. 2. Там какого-то вообще сложенные, вот так вот, какие-то порванные, ну, не порванные, ну, такие, короче, уже совсем ветхие. Они просто где-то в фотографиях там затесались, лежали, их никто никогда не сканировал, потому что думали, ну, кому это вообще может когда-то пригодиться. Это старый документ, он уже не актуальный, люди уже умерли, ну, типа, ну, лежит он в архиве, у нас фотографии, там лежат какие-то еще бумажки, там подписи, там всякие письма, не знаю, что-то, ну, оно как бы есть, но это никому не приходило в голову, что оно там есть. Ну, то есть это никто не помнил. Прям у нас же нет, как сказать, архива с подписью где что. То есть, естественно, я думаю, ни у кого этого нет, когда у вас куча всяких разных фотографий, документов и так далее. Естественно, половину никто ничего не помнит где. Вот, и я, перебирая эти фотографии, просто нашла, во-первых, эти 2 старых документа и приложила их в свою историю, то есть моя история уже увеличилась еще на 2 документа. Там, правда, никаких национальностей нет, но, ну, как бы сам факт, что документы старые, что это не повторные, именно оригиналы, те, которые, как бы, все равно нужны, это тоже хорошо, я считаю. Вот. Плюс по фотографиям, допустим, вот у вас есть какие-то старые фотографии. Тоже интересный факт, сзади на фотографиях часто бывает что-то полезное написано. Я так, например, на нескольких фотографиях узнала, что у меня, оказывается, есть фотографии моей там прабабушки, ну там по одной из линий. Хотя я думала, что у меня там только одна фотография, а оказалось, у меня там целая куча фотографий. Там прям подписано, что это она, кто это, кому это отправляется. То есть вот понимаете, как интересно? Вы можете перевернуть фотографии и сзади узнать много чего интересного. Раньше ведь реально люди подписывали фотки. Это, ну,
То есть, ну, не все сами их подписывали. Кто-то, например, уже после смерти, там, чтобы не забыть, кто есть кто, подписывал. Там моя бабушка, например, подписывала, ну, старые фотки, пока она помнила, кто на фотографии сфотографирован. Вот, поэтому посмотрите тоже старые фотки, попереворачивайте или поспрашивайте среди ваших родственников, кто есть кто. Может быть, вот какие-то люди на фотках, которых вы даже не знаете. Может быть, это и есть вот какие-то ваши родственники, которых вы ищете. И там, может быть, какая-то дополнительная информация появится. Следующая вещь. После того, как вы все это сделали, у вас найдется какой-то, скорее всего, минимальный набор документов. Второй лайфхак, это я уже вычитала дальше в телеграм-канале, есть очень классный телеграм-канал для репатриантов, называется что-то типа «Новый репатриант», как-то так. Ну, загуглите в телеграме «Репатриант» или «Новый репатриант», я думаю, вы сразу найдете. Такой большой-большой чат, там что-то типа сейчас больше 17 тысяч человек. Очень активный чат, и оттуда я узнала просто нереально полезное количество информации. Я не знаю, полезно или нет, это будет видно уже, пройду я проверку или нет. Но, по крайней мере, там люди реально делятся своими историями, рассказывают много всяких лайфхаков, можно всегда что-то спросить, узнать. Вот, и оттуда я узнала, опять же, подтвердить или опровергнуть пока что не могу, но я узнала, что для каждого документа желательно в МФЦ запросить расширенную справку. Это тоже было для меня удивлением, мне такое в голову не пришло. Ну, типа, есть у вас, допустим, свидетельство о рождении, да, особенно если оно повторное. Вот в моем случае у меня свидетельство о рождении моего родственника с указанием еврейской национальности повторное. Я думала, ну а что такое? Оно же советского образца, ну повторное, ну какая разница? Ну, оригинал же. В смысле, настоящее, советское. Вот. А пишут там люди нет, что если у вас любой документ повторный, то есть не тот, который выдали прямо при рождении, а вот там типа написано повторно выданный. Вот на каждый повторно выданный документ, и даже, по-моему, если он не повторно выданный, я на все взяла. Я такой, знаете, ну, раз уж я ходила в это в МФЦ, я подумала, ну что, они 200 рублей стоят эти справки, возьму уж все, раз в чате пишут, что бывает спрашивают. И я взяла, короче, все справки расширенные на практически все вот эти документы, типа, допустим, есть у меня свидетельство о рождении, я беру справку о рождении. Есть такая справка, называется справка о рождении. Там чуть-чуть больше дополнительной информации, чем в свидетельстве. И часто там указывается национальность. Допустим, есть свидетельство о браке, возьмите справку о браке. Есть свидетельство о смерти, возьмите справку о смерти. Это все разные бумажки. Я уже сейчас забыла, какой номер формы. Там, по-моему, справка о рождении форма 4, по-моему. Справка о браке, уж я не помню какая, там что-то форма есть. Есть 5, 12. Короче, это какие-то номера справок, они выдаются ЗАГСом, но поскольку сейчас все это, ну, по крайней мере, в России в ведении МФЦ, вы просто приходите в МФЦ с оригиналами документов, которые у вас есть, подтверждающие родство, и вам выдают все эти справки на членов вашей семьи. У меня в итоге получилась вот такая кипа, значит, сначала просто документов, вот этих вот рождение, брак, смерть, и на каждый, который повторный или даже не повторный, на многие, справка о рождении, справка о браке, справка о смерти. Еще говорят, что надо взять справку, которая называется по форме 15, я ее уже не успеваю взять, это просто надо куда-то под Подмосковье там ехать. В общем, тоже в чате в этом написано, что нужно взять еще справку 15 о том, что вы не состояли в браке с 16 лет до того возраста, как вы в брак вступили. Я не знаю, почему это может быть важно. Может быть, если у вас брак молодой или что-то в этом духе, или там с браком какой-то нюанс, то вот эта справка тоже может быть нужна. Я тоже хотела ее взять, но не успеваю. Надеюсь, мне она не пригодится. Вот, ну посмотрим. Если пригодится, ну донесу в конце концов. Вот, потом что еще? И вот, значит, эти справки я взяла эти документы, фотографии родственников, где там понятно, ну, чтобы были на одной фотке, допустим, вы, ваша там бабушка, дедушка, например, или прабабушка с кем-то. Ну, то есть вот какие-то семейные фотографии, которые показывают связь поколений. Наверное, так можно объяснить. Понятно, что весь альбом я не стала брать, я там, ну, выбрала какие-то фотографии, которые, ну, как-то отражают, в общем, на мой вкус, семейные связи. Семейное взаимодействие. Дальше, что еще? Вот дальше началась вещь, которую я тоже поняла, к сожалению, не так давно. Если бы я поняла это чуть-чуть пораньше хотя бы, я бы, наверное, побольше документов собрала.
Но я там застопорилась на некоторых справках в МФЦ, я там 4 раза делала запрос на справку о рождении своего родственника, мне никак ее не выдавали, там была какая-то опечатка в имени, там, короче, целый какой-то был геморрой, я всех замучила, меня уже МФЦ в лицо, по-моему, знает. Ну, в общем, смысл в том, что, короче, я очень замучилась на одном каком-то, вот на одной справке, и в итоге я позже, чем надо, поняла, что еще можно обращаться в всякие архивы. То есть именно вот есть в Москве там и в других, наверное, городах есть прямо архивы. Архивы, в них хранятся всякие там дела с мест работы, с мест учебы, все эти старые какие-то вот эти бумажки. Есть Красный Крест, где есть эвакуация перемещенных лиц. То есть когда была война, перемещали евреев там вглубь России. Это тоже хранится. Есть всякие сайты типа Едвашем и другие, где можно по фамилии найти тоже перемещенные лица, вот это вот кого куда перемещали. Короче, есть еще множество архивов, самых разнообразных. Я про это узнала вот тоже где-то за несколько месяцев до, собственно, своей проверки, вот текущей, и я успела сделать запрос в 3 места только. И в одном месте я получила отказ. Это был государственный архив на профсоюзный. Я там искала свою прабабушку, искала ее рождение, метрику. Мне написали отказ, что данных нет. Но тоже, как я поняла, что вы получили отказ, это тоже хорошо, что вы, ну, типа, хотя бы искали, а не просто ничего не делали. Но все равно, как бы, данных нет. Потом я делала запрос в архив института, в котором учился мой дедушка. Это было тоже довольно такое сложное занятие, много времени заняло, где-то месяца, наверное, 1,5-2. Но я это успела сделать, вот слава богу, хотя бы это я успела сделать, потому что впритык, видите, тоже. То есть, на самом деле, вот такой тоже совет. Заранее готовьте документы заранее. Я тоже знала, что надо готовить заранее, но мне казалось, что заранее это типа я за лето успею. То есть я думала, как? Ну, у меня там типа вот там тут меня назначили где-то в осень, ну, типа у меня все лето впереди, за лето я успею, думала я. А в итоге началась, ну, сейчас вы сами видите, что, то мобилизация, то всякие события, то еще другое. И, в общем, из-за всего вот этого, и как бы у тебя свои какие-то еще дела, и летом что-то не работает, летом куча выходных дней дополнительных. Короче, это была не очень хорошая идея оставлять только вот лето, 3 месяца, потому что за 3 месяца по факту я немножко не успела. То есть я не успела сделать еще запрос в Красный Крест официальный, в итоге мне пришлось в интернете, я уже понимаю, что я не успеваю оттуда ничего получить. Они еще закрыли возможность сейчас делать онлайн, то есть нам туда физически идти, а я сейчас далеко нахожусь, мне очень туда сложно приехать. По интернету я бы еще смогла делать запросы. Я даже сделала запрос, но мне его отклонили из-за того, что они сейчас не принимают уже онлайн-запросы. Ехать я не успевала. Вот, короче, смысл в том, что я вместо Красного Креста оригинального я нашла базу, вот эту вот Ядвашем или какая-то, как это сайт называется. Короче, ты там можешь по фамилиям найти вот эти вот списки перемещенных лиц. Там есть прямо выложенный номер фонда, номер вот этой тетради, записи из этой тетради, даже есть фотография. Я распечатала себе вот эти листы, которые я нашла. Нашла там тоже своего родственника. Короче, смысл в том, что ну, лучше, если вы это придете, сделаете запрос, и вам как бы выдадут официальную бумажку с этими какими-то печатями. Ну, то есть это намного более, весомо получается. Но все-таки даже вот так вы можете, по крайней мере, найти. Но в чем плюс, когда вы ищете сами в интернете? Вот, например, если бы я делала, я сейчас уже понимаю, если бы я делала запрос в тот же самый там Красный Крест или куда-то, я бы написала данные, которые у меня есть в моих документах. И мне бы, знаете что, пришел отказ, потому что то, что я сама нашла в онлайне, я вижу, что это мой родственник, но я вижу, что там, как бы, грубо говоря, опечатка. Там все остальное совпадает, там профессия совпадает, место, все совпадает, имя, отчество, фамилия, все совпадает, но опечатка, соответственно, в одном месте. И когда ты делаешь такой запрос, очень вероятно, что, из-за вот этих опечаток, допустим, год рождения отличается там на пару лет, или там же все, как я понимаю, тоже это все немножко так со слов людей было записано, и могут быть какие-то расхождения. Поэтому я понимаю, что лучше, как мне кажется, сначала найти в интернете,
ну, проверить. Если вот вы ищете перемещение, эвакуацию и так далее, это все оцифровано, можно найти в интернете. И когда вы уже нашли в интернете, что вам надо, вы уже видите, вот точно поняли, кто есть кто, по своим вот другим документам, по какой-то общей человеческой логике, вы поняли, кто есть кто, и дальше вы уже, имея конкретный номер фонда, номер вот этого всего, номер дела, то есть вы уже запрашиваете что-то конкретное. Во-первых, скорее всего, это будет дешевле стоить, потому что каждый запрос в архив стоит денег. Вот, например, я обращалась в Государственный архив Москвы, я оплачивала 2 раза по что-то около 3000 рублей, или даже 3,5, я уже не помню, 2700 или 3700, ну, короче, какие-то, ну, приличные деньги, в общем-то. При этом ты платишь деньги, а если там ничего не находят, тебе просто говорят, ну, мы ничего не нашли, извините. Ну, ты деньги-то уже заплатил, они же искали и не нашли. Поэтому, как мне кажется, лучше сначала самому найти, потому что даже вот это вот метрические записи, там, синагог и так далее, все это есть в интернете. Я даже потом уже, когда мне пришел отказ, я думаю, ну как так? Начала сама поднимать эти метрические книги, все их просмотрела, составила даже табличку с людьми, которые, ну, могли бы быть похожими на моего родственника, правда, не нашла там никого. И правда. Вот, я уже начинаю сейчас думать, что, может быть, просто в другом месте человек родился, не там, где это указано в моей бумажке. Но не в этом дело. Дело в том, что все это есть в интернете, и вы сначала можете сами найти, что вам надо, а потом, когда вы уже конкретно пишете, где искать в этом архиве, я думаю, что это будет стоить дешевле, и вы скорее получите результат, чем если вы пишете, а там где-то в имени опечатка, или вместо, например, вместо отчества могли написать, ну, такой на русскоязычный вариант отчества, или на более, как бы, как сказать, ну, в общем, по-еврейски, да, как бы отчество указать. И оно может отличаться, имя может немножко отличаться. Здесь так, здесь эдак. Поэтому здесь столько всяких вот таких тонкостей, что работа с архивами — это не то, что такая, знаете, простая задача. Пришел, и тебе сразу все ответили. Здесь нужно какой-то, знаете, немножко творческий подход в этом ключе. И на это нужно время. То есть не думайте, что вы успеете все это сделать типа за месяц до консульской проверки. Скорее всего, нет, потому что ответ из каждого архива от там 30 дней, а где-то еще больше. Плюс это же еще с того момента, как вам, ну, как вы оплатите, как вам пришлют этот договор, а перед тем, как вам еще пришлют договор, там они еще могут пару недель или там месяц что-то все это рассматривать. То есть это бюрократия. И хотя я так активно начала заниматься вообще сбором документов где-то, ну, полгода, наверное, уже прям активно занимаюсь, а до этого еще несколько лет тоже искала, там что-то все думала, смотрела, то есть, на самом деле, я уже довольно давно всем этим занимаюсь, и сейчас я понимаю, что вот у меня консульская проверка на носу, а мне бы вот еще бы пару дней, я бы еще вот сюда сделала запрос, еще бы вот здесь бы написала, то есть вот немножко, короче, мне не хватило времени, но все-таки все равно. Вы поняли примерно идею, значит, сначала собираете документы по родственникам, потом идете там в МФЦ, просто берете, что дают, максимум. А, кстати, еще лайфхак по поводу МФЦ. Когда я пришла первый раз в МФЦ, мне очень помогла сотрудница, потому что я к ней такая пришла, говорю, мне нужно что-то узнать, а я вообще не знала, что знать, что просить, я вообще ничего не понимала сначала. Я просто сидела с этими бумажками, она так на меня посмотрела, и у нее было время, видимо, она начала смотреть. И она мне очень подробно подсказала по поводу моих родственников всякую информацию, которой нигде вообще не было. Но у них она была. Но она мне объяснила, что как бы она мне ее подсказать-то может, ну именно там что как, но выдать она мне ее не может, потому что там начались всякие разночтения, там имя так написано, имя по-другому написано, здесь и этот. Короче, там очень много несостыковок за счет, то есть как бы в основном, допустим, все сходится, но в имени одна буква по-другому написана. И все, вам МФЦ уже ничего не выдает из-за вот этой одной буквы. И я с этим столкнулась. Что делать? Короче, если вам тоже не выдает МФЦ, будьте настойчивыми. Я просто, ну вот, мне, конечно, очень неудобно это говорить, но я просто задолбала свое МФЦ, я туда ходила, я не знаю сколько, раз 20 или, наверное, или больше. А несколько дней я там просто провела от открытия до закрытия. Вот реально там с 8, там, с 10 утра до 8 вечера. Вот реально там сидела и не уходила. И сидела, и все. Позовите там одного, позовите другого, позовите начальника. Нет, мне надо, нет как-нибудь. Короче, я реально их там всех замучила, потому что там был такой момент, что у меня было именно, ну, по-другому написано имя.
И это очень сложно объяснить, что как бы это тот же самый человек. Тебе говорят, ну мы понимаем, что это тот же самый человек, он как бы у него все совпадает, и дети у него такие же, и муж такой же, и все у него совпадает, но именно, ну как бы одной буквы не хватает. И мы как бы уже никто не хочет брать на себя ответственность, выдавать вам документ, который как бы имя не совпадает. Это считается другой человек, хотя у него все остальное то же самое. И в общем все понимают, в итоге... Что мне приходилось делать? Мне приходилось... То есть, если вам так отказывают, настаивайте на том, что вы все равно хотите получить, и что вы будете делать запрос напрямую в ЗАГС, который это сделал, то есть где вот эта опечатка сделана. Я делала 4 запроса в ЗАГС. Ну, я к тому, что надо быть настойчивым. Мне 3 раза отказали. Прям приходил отказ, типа, нет, мы вам ничего не выдадим, там, таких данных нет, или имя этот, ну, мы вам не выдадим, или такого человека нет, или еще что-нибудь. То есть просто мне реально 3 раза приходил отказ. Ну, в общем, я прошла еще раз, и я уже начала спрашивать сотрудников, я говорю, ну подскажите, ну как мне сделать такой запрос? То есть вы просите, чтобы вам помогли, как бы вам объяснить, то есть вы объясните свою задачу, вы скажите мне, ну, грубо говоря, я сразу сказала всем, ну, кто меня спрашивал, я говорю, мне надо в посольство, мне нужно, чтобы была указана национальность, и просите, чтобы вам как бы объяснили, как написать, как сделать такой запрос, чтобы, в общем, вам эту бумажку выдали. То есть сами, скорее всего, вы до этого не догадаетесь, потому что если вам просто отказали, нет какой-то формальной процедуры, чтобы вам все-таки эту бумажку выдали. Но есть, грубо говоря, не то что обходные пути, но есть возможность вот бюрократически так составить запрос, как вы сами этого даже не знаете. Вот мне, например, в моем конкретном случае, мне сначала нужно было делать запрос напрямую в ЗАГС, потом мне пришел отказ, потом на основании там и в этом отказе, ну, были определенные, как бы написано что-то. Потом на основании этого отказа я смогла написать специальный такой, мне выдали бланк, очень какой-то, ну, не знаю, нетипичный, какой-то бланк, который я писала от руки заявление в свободной форме, мне продиктовали, как конкретно его написать, то есть как сформулировать это дело, что вот, там, что-то меня уведомляют о том-то, об этом-то, что я теперь прошу начальника этого МФЦ, что-то, в общем, я уже, честно говоря, сама не помню, там было очень много нюансов конкретно по моей конкретной ситуации. Она у всех очень разная, естественно, поэтому просто, то есть, вам ни в коем случае не надо, там, не знаю, закатывать истерики, там, говорить, я пойду жаловаться. Нет, вам нужно, что вам нужно сделать? Вам нужно объяснить сотрудникам, ну, или там руководителю этого МФЦ, или, в общем, короче, сделать так, чтобы люди поняли, во-первых, что вы никуда не денетесь, что вы будете пытаться получить эту бумажку. Второе, что вам эта бумажка нужна в посольство, что вы не просто там какой-то сумасброд, зачем-то вам это надо, а вам это нужно по вашей какой-то конкретной причине, эта причина для вас важная, и вы, грубо говоря, от них не отстанете. Вы будете приходить и тратить их время, и они никуда от вас не денутся. Они все равно же должны отвечать на ваши запросы. И вот вы пишете, они вам дают отказ, вы пишете. То есть это становится бессмысленным довольно-таки. И третье, что вам нужно дать понять, это то, чтобы, ну, как бы люди пошли вам навстречу. То есть вам нужно просить о помощи, вам нужно попросить, ну, как я просила, я говорю, пожалуйста, помогите мне сформулировать, ну, вот как мне составить так запрос, чтобы все-таки эту бумажку мне выдали. Мне очень нужна эта бумажка, но я не понимаю эту бюрократию, я не понимаю, как мне это написать, я не понимаю, как мне составить этот запрос, потому что, видите, мне там уже 4 раза отказывают, но мне очень надо, ну, вот помогите мне. И вот просите, чтобы вам помогли, вот, я не знаю, как-то... В общем, короче, чтобы люди вам посочувствовали, чтобы им как бы тоже, ну, с одной стороны, надоело, что вы тратите их время, а с другой стороны, чтобы они тоже захотели вам помочь. Вот, и мне, в общем-то, мне люди помогли составить запрос, написать этот, ну, бланк какой-то составить, начальник этого МФЦ подписал этот бланк, и в итоге мне выдали то, что мне нужно, и там как раз-таки указана вот эта вот национальность еврейская и так далее. Все сложилось очень хорошо, ну, пока что. На сегодняшний момент. Но, видите, это все требовало, грубо говоря, времени. Я провела в этом МФЦ, ну, вот если суммарно сложить, сколько времени я провела, чтобы какие-то элементарные бумажки получить, ну, правда, много раз туда приезжала, и, ну, короче, неделю, наверное, если так все вместе сложить, я там проторчала в этом МФЦ. Вот, так что, видите, это было, ну, такое время. Потом, что еще?
Дальше сделайте себе на компьютере список документов, которые у вас уже есть, и документов, которые вам еще желательно получить, где они находятся. Вот какой-то введите такую табличку. Она мне очень помогла. У меня получилась такая табличка на целый лист А4. У меня там, во-первых, все документы, которые у меня есть, которых у меня нет, я писала, где их можно достать, либо в МФЦ, либо поехать в МВД, например, вот справка о несудимости. Ее получаешь в МВД. Это нужно заказывать через госуслуги. Я тоже это узнала не сразу. То есть это такие вещи, ты сидишь и думаешь, так, а где мне взять эту справку? Наверное, в МФЦ. Приходишь в МФЦ, тебе говорят, нет, мы никакие такие справки не даем. Ты такой начинаешь что-то искать. То есть, на самом деле, просто много нюансов. Или, допустим, справка по форме 15. Думаешь тоже, в МФЦ нет, в МФЦ не дают. Езжайте в какое-то почему-то Подмосковье. Почему в Подмосковье, я не понимаю. Потому что это, оказывается, архив. В общем, вот это все, вот это, знаете, логистика, короче, что это здесь нужно брать, это здесь нужно брать, архив там, этот архив на профсоюзный, этот архив здесь, этот архив там, сюда нужно сначала электронное письмо писать, а сюда электронное письмо писать не надо. Вот это все, короче, вот это, знаете, такое, получается, довольно-таки непростое занятие. Вот. Но все у вас обязательно получится. Вот. Я буду с вами делиться еще в следующих видео. Я, наверное, сделаю даже отдельный плейлист про репатриацию в Израиль, потому что это такое дело, видите, у меня растянулось на несколько лет. С того момента, как я вообще просто такая, а что, у меня, кажется, может быть, есть такая возможность, до того, как я поняла, что да, у меня есть такая возможность, у меня есть документы, я уже иду на консульскую проверку. Мне, честно говоря, ребята, очень страшно сейчас, потому что мне кажется, что, как всегда, вот эта моя пачка документов, ее недостаточно. Мне все время кажется, что у меня этого нет, того нет, всего нет, что-то все время мне кажется, что у меня чего-то всего нет. Ну, потому что ты читаешь чаты, и у людей там и это, и пятое, и десятое, и куча каких-то документов, а ты смотришь на свои документы и думаешь, о боже, у меня там только вот это и только вот это. Меня, наверное, вообще сейчас отправят. А не хотелось бы, конечно, потому что я собирала и потратила много сил, и про деньги я уж молчу, это вообще ерунда. Но смысл в том, что все равно, то есть это как бы ты готовишься, ты волнуешься, и страшно, конечно, что не пройдет. Но не бойтесь, обязательно, если уж вы решили. Я, кстати, однажды от такого же, какого-то волнения, от такого же тоже, что у меня что-то каких-то документов не хватало, плюс мне надо было уезжать, я уже на одну консульскую проверку так вот перенесла. То есть у меня была проверка несколько лет назад, должна была быть. И к той проверке я тоже что-то там не успела дособирать, плюс мне надо было ехать в Голландию, нас пригласили по науке туда заниматься научными исследованиями, и мы как бы выбирали между тем, чтобы поехать в Голландию или судорожно сейчас собирать документы и не ехать сейчас в Голландию. Короче, у нас какой-то был такой непонятный момент, и мы тогда отложили это до лучших времен. И вот, что называется, лучшие времена настали. Вот сейчас уже, конечно, хочется, чтобы получилось, потому что ситуация в мире очень непонятная, очень нестабильная, страшно вообще, что происходит, и хочется, конечно, иметь тоже дополнительные возможности и жизни, и заработка, и работы, я не знаю, денег и так далее. То есть Израиль в этом смысле, конечно, очень хороший вариант. Особенно учитывая, что сейчас даже в России я, например, не могу снять деньги свои заработанные с Ютуба. Ну и много всяких уже нюансов и ограничений, которые просто даже не дают тебе, работать. Мы же блогеры, у нас весь доход идет из Ютуба. Его сейчас, во-первых, уже и нет, а во-вторых, то, что есть, уже не снять. Короче, возникают всякие сложности такого финансового характера. Вот, так что, друзья, оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, будет еще много видео про репатриацию. Я как только схожу на консульскую проверку, я думаю, у меня будет больше опыта, потому что мне, по крайней мере, консул скажет, если чего-то не хватает, я смогу уже с вами поделиться, сказать, что спрашивают, например, чего может не хватать. Затем я думаю сделать отдельное видео со списком документов и более подробно какие-то дополнительные вещи. Если у вас есть вопросы, вы спрашиваете, не стесняйтесь. Что знаю, расскажу. И не бойтесь, все будет нормально. Собирайте. Еще увидимся. До встречи в Израиле. Пока.